Если вы боитесь жары или устали от этого 35 или даже 40-градусного изнуряющего места, ну там, где вы живете, там, где жара, то у вас есть хорошая, для вас у меня есть хорошая новость. Как избежать жары и вкусить прекрасности Черногории? Поехать на север. Сегодня, друзья, мы с вами побываем в интересном городе, который называется Никшич. Почему-то не все туристы и не все, кто живет в Черногории, стремятся туда попасть. Ну, не то чтобы стремятся, вообще не едут, потому что неудобно, далеко от маршрутов привычных, и он воспринимается как город, в котором придумали пиво Никшич, как просто какой-то мегаполис. А тут есть что посмотреть, и можно избавиться от ощущения жары. Вот сейчас вот не жарко, там где-то внизу, и тем более в Подгорице 35 наши любимые, или там 37, а сейчас вот здесь вот, комфортные 25 градусов. Ну и прекрасный вид на Сланское озеро. На самом деле это не соленое озеро, обычное пресное. В эпоху коммунистического прошлого было принято волевое решение, как и во многих странах, сделать гидроэлектростанцию. На этом месте было несколько мелких озер, построили дамбу, все затопилось. Ну а соленым его начали называть именно в память о том, что когда-то давным-давно караваны соли проходили мимо, и поэтому в честь и память о том, в периоде времени это озеро называется Сланско, соленое, то есть, как обычно, изумительный вид. Будете ехать в Никшич, обязательно остановитесь, хотя бы пару фоточек сделайте для Инстаграма или просто на память. Я Игорь, канал Алена Арвлог. Где мы и куда мы едем, вы уже видели. И просто вам хотел обратить внимание на то, что Никшич, он довольно-таки большой, и туристический потенциал у него есть, и поэтому власти вот повесили информационный борд, в который можно даже спланировать, куда сходить. Можно приобрести домашние продукты, то, что все, что производится в дома, так сказать, ракия, вино, масло, сыры. Смотрите, сколько. Много варенья и вот, смоква, то есть золото Черногории, то, что называют. Ну вот мы и, друзья, уже и быстренько переместились в Никшич, промышленную столицу Черногории. Здесь есть и аэродром, мясокомбинат, производство пива и другие такие технологичные промышленные производства. Погода, конечно же, здесь довольно-таки сухая, но не такая жаркая. Это я вам буду постоянно говорить, потому что все время одна из информаций, придающихся при общении, как же жарко. Еще немного городского вида. Когда побегаешь по разным городам, начинает казаться, что есть схожести. Вот тут вот немножко и Лунинца, и Барановича, и все вместе. Обычный небольшой город. Ну как небольшой? Для Черногории это второй город по величине, как мы с вами уже знаем. Там, если сравнить его с Минском, с Варшавой, конечно, поменьше. Казино в этих городах очень сильно много, как и в целом в Черногории. Почему-то типичный центр, да, Никшича. Чтобы у вас сложилось уже полное впечатление. Не совсем туристический, я бы сказал, даже совсем не туристический, просто обычный город. Зайдем во двор, посмотрим обычный Никшичский двор. Такая же проблема, как и везде с парковкой. Смотрите, сколько много мест под парковку. Ну и все, красивый дворик в центре города. Низкая застройка. Там где-то с горы я видел и привычные нам там 9-этажки и выше, но здесь вот если брать именно центр, как и 5-этажки там в основном. Видите, украшено все оно граффити, которые оставляют любители футбола. И немного красоты. С любовью кто-то сделал балкон на этом фасаде. Очень смотрится так ярко. По ощущениям, по архитектуре, Никшич мне немного напоминает Цетинье. Тоже такие маленькие дома уютные. Он очень зеленый. Помните, если смотрели видео, где мы с вами были в Цетинье, мне еще он напоминал Ломоносов. И вот тут вот один в один практически, по ощущениям. Напоминаю, друзья, что если вы хотите спастись от изнуряющей жары, что если вам всегда жарко, эти 37 градусов, вот тут вот чувствуется просто комфортное, теплое лето, а не жара. Ну, мы сейчас идем, поднимаемся к храму, потому что в Никшиче есть все, что посмотреть. Есть много всего, что посмотреть. И, естественно, в каждом большом городе одна из достопримечательностей – это храм святого Василия Острожского. И его история начинается еще в 1882 году или 886 году. Его начинали строить именно тогда, но нормально довели до именно такого состояния относительно недавно. Где-то в 1978 году начали строить и где-то в 80-х годах закончили. И теперь этот храм приписан к культурным ценностям Черногории и находится под защитой государства. Видите, леса. Это означает, что за храмом следят
и всегда он в хорошем, красивом состоянии. Кроме прохлады и храма, Никшич, конечно же, предлагает и другие достопримечательности для вашего и нашего внимания. Например, дворец Николая. Он был построен в начале 20 века, примерно там в 1900 году. Так случилось то, что король был занят суперважными государственными делами и сюда приезжал довольно-таки редко, и он, ну то есть этот дворец пустовал. Но он не забыт. Сегодня там располагается Министерство культуры, библиотека, и он находится на реставрации, то есть туда сейчас попасть невозможно, но в будущем, конечно же, он откроется, будет какая-то там экспозиция. То есть довольно-таки интересное место, прогуляться, посмотреть. Друзья, я на всякий случай вам скажу, что я не профессиональный гид и не профессиональный знаток истории. В любом городе, в любом достопримечательности существуют информационные стенды, которые кратко и емко рассказывают о том, что же здесь происходило, чем знаменито место, и они не то чтобы обязательно, но обращайте тоже внимание. Ну а если не обращаете, подписывайтесь на наш канал, смотрите, потому что я вам по чуть-чуть это все расскажу. Ну и плюс еще, да, существует интернет для тех, кто увлекается историей Черногории. Ну, хватает на самом деле это очень много ресурсов. Но в любом случае приятно прогуляться по местам, пахнущим историей и прохладой в Черногории. Само историческое здание находится на реставрации, как я вам и говорил. Ну и за ним тоже находится очень интересная местность. Наверное, дом какой-то правительственный. И парк Требьеца. Здесь в тени сосенок можно прогуляться. Ну и видите, какая-то инсталляция а-ля амфитеатр тоже здесь имеется. Здесь гольф-парк. О, друзья, для меня прям такие открытия. Здесь можно играть в гольф. Но на самом деле не в гольф, как вот этот вот такой, как Хэппи Гилмор играл, а в дисковый гольф. То есть бросать эти тарелочки. Целый парк под это дело здесь организован. То есть очень, так скажем, для семейного спортивного отдыха классное место. Можно приехать, прогуляться и побросать диски. Когда пойдете по парку, будет видно, что он все-таки искусственный, создавался с любовью. Здесь в Черногории есть и такие парки в том числе, потому что большинство, наверное, это уже такие, ну не то чтобы стихийно оставшиеся, а вот, ну, оставили островки зелени, бывшего леса и сделали из него добротный классный парк. Друзья, я уверен, что погуляв по Никшичу, вы проголодаетесь, вы захотите подкрепиться, и одна из интересных тем, где же покушать в Никшиче. Тут очень много ресторанов, и сейчас мы с вами побываем в одном из. Пойдемте покажу. Сразу же рядом с центром есть замечательное кафе Пекара, и мы его сейчас с вами протестируем. Пойдемте. Сразу вам оставлю QR-код. У них есть диджитальное меню, и вы сможете сразу же посмотреть, наводите ваши телефоны и узнаете непосредственно цены и все остальное. Как видели вы, до часа дня здесь доступны завтраки. Завтраки тут такие, что накормят кабана. 5 евро в среднем стоит. Это как бы дорогой завтрак, кажется, по меркам Подгорицы, но он очень большой. Цена за 2 обеда 14 евро, ну, за 2 блюда, ну, вы видите, какие они. Вкусно, относительно недорого. Ну, и пока мы ждали, пошел дождь. Я даже не знаю, сможем ли мы что-то еще дополнительное снять, но мы постараемся. Надеюсь, он закончится как раз к тому времени, когда мы закончим трапезу. После вкусного обеда необходимо еще пройтись и продолжить путешествие по Никшичу. Тут есть даже лужи. Кажется, зачем я снимаю лужи, но на самом деле в Черногории в последнее время дождь — это редкое явление. Ну, сколько, месяц-два его не было. И сейчас вот погода такая совсем некомфортная, он реально прохладно, тут градусов 20, может быть, даже меньше. Радостный день для прогулки в Черногории — это когда идет дождь. И побывав в Никшиче, невозможно в дождь не приехать и не посмотреть на этот старинный замок, который возвышается над всем Никшичем и говорит о том, что здесь богатое историческое наследие. Ну, как и во всей Черногории, она известна своими замками, такими удивительными, мощными сооружениями. Все-таки было и в Османской империи, и Австро-Венгерской. Поэтому пойдемте с вами посмотрим немножко на стены старого, древнего города, крепости в Никшиче. Ну, некогда это место, как и многие другие в Черногории заброшенные замки, было, ну, каким-то большим таким надежным поселением. Там с жилыми постройками, казармами.
комнаты персонала, то есть обслуги. Сегодня это все только напоминание о том, что когда-то, да, здесь было. Да, со временем чуть разрушается, но все равно власти, видите, стараются поддерживать его, консервируют. Возможно, когда-нибудь будет какая-то более глобальная реставрация. Да, здесь открывается офигенный вид на Никшич. Когда мы с вами гуляли по центру, мы видели маленькие 2-3-этажные домики. Ну вот привычно, как я вам говорил, 9-этажки, вон там вдалеке. Самое интересное, что вот в современном мире не обязательно ждать отпуска, чтобы поехать исследовать новые места. Многие из нас, ну, из моих зрителей, вообще уже имеют работу и, так скажем, удаленную из дому, которая позволяет работать из любой точки в мире. Но почему-то сидят на месте. Вставайте, путешествуйте, заряжайтесь позитивными эмоциями. Я вам говорил в прошлом видео, что это помогает. Я сам столкнулся с небольшим выгоранием. Ну, я имею в виду, что вот есть рабочие задачи, которые раньше нравились, ты тащился от них, когда ты их делал, но сейчас невозможно вот сесть и сосредоточиться. То есть что-то берешься делать, и вот это вот желание прокрастинировать, там, что-то вообще зависать, настигает. И перформанс, ну, производительность очень сильно снизилась. И я для себя, ну, не только я для себя, спросил у чата GPT, что делать-то? Психолог, нейро. Вот. И он посоветовал активнее и чаще путешествовать. Ну, вроде как работает. Вроде как бы помогает перегрузиться, отвлечься и восстановить работоспособность. Поэтому, друзья, особенно те, кто удаленщики, не сидите на одном месте. А те, кто мечтает о том, чтобы работать из любой точки мира, зарабатывать и быть не привязанным к одному месту, есть уже много вариантов, как получить такую профессию. Все онлайн, бери, учись и все на этом. Если вам интересно, напишите в комментариях, я вот расскажу вам, например, мы тоже сейчас с коллегами, с друзьями запускаем еще один проект, который, ну, позволит освоить очень хорошую онлайн-профессию, которая позволит именно хорошо зарабатывать и путешествовать. Если это интересно, вы мне напишите в комментариях, буду рассказывать чуть-чуть поподробнее. Конечно, мы находимся не на самом центре, но уже севернее побережья. И сегодня мы с вами посмотрели, как живет эта относительно центральная часть, не совсем северная. А в следующем видео мы с вами погрузимся в самый популярный северный север Черногории, куда все приезжают и наслаждаются офигенной природой и низкой температурой. Ну, я имею в виду лето. А зимой, естественно, лыжи, там санки, все вот это вот. Поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь, если не подписались. Пишите какие-то ваши вопросы в комментариях, если вам показалось что-то здесь недостаточно понятно и хорошо раскрыто. Я с радостью отвечу. Ну и, естественно, до встречи в новых видео. Пока, друзья!